Добрый день, друзья! Никак не думала, что мои котлеи вызовут у вас столь живой интерес к их цветению, к уходу, которым я за ними осуществляю. Поэтому сегодня решила вам рассказать, пока они еще цветут, решила рассказать о своих котлеях и как я за ними ухаживаю. Они немножечко отличаются от фаленопсисов, потому что это симподиальные орхидеи. У них есть корневище, так называемая ризома, которая растет вертикально, а псевдобульбы растут симподиально вверх. Поэтому уход за ними другой. У них есть выраженный период покоя. Они цветут только из новой псевдобульбы. И что же я с ними делаю? Почему они у меня так красиво и обильно цветут? Все свои котлеи я покупала, сейчас поставлю счет, они все разные. Все свои котлеи я покупала уценками. Ну, у нас они действительно дорогие были всегда, даже дороже фаленопсисов, и я их покупала где-то рублей по 300-400. Когда они уже отцвели, когда они совершенно неприглядно смотрятся в магазине, все сморщенные бульбы, цветы уже все сброшенные, я их покупала, приносила домой, давала им недельку постоять примерно и пересаживала. И вот пересадку этой котлеи я вам показывала. Ссылочку я оставлю в правом верхнем углу экрана. Мы ее с вами пересаживали примерно год назад. За этот год она у меня процвела 4 раза. То есть с каждой бульбы она дала цветы вот так по 4 цветка. Практически с каждой бульбы она цветет. Пересаживали мы ее с вами в неорганический грунт. У нас здесь керамзит, пеностекло, было присыпано еще перлитом. Но перлит со временем уходит вовнутрь горшка, он маленький, миленький, при поливе он просыпается туда вовнутрь горшка. Но такая посадка, вот именно с камешками, котлеям очень нравится. И еще им нравятся непрозрачные горшки, но эту я специально сажала в прозрачный горшок для того, чтобы наблюдать за корнями. Но наблюдать за корнями тут не получается. Их, впрочем, все равно не видно. Эти котлеи стоят у меня на юго-восточном окне, поэтому даже через такой горшок, конечно, все в горшке зеленеет. Помимо того, что он зеленый, видно, что тут растут водоросли. Никаких корней я, в принципе, так здесь и не увидела. Ни за какими корнями проследить было невозможно. Вот смотрите, на этой котлее очень видно ее ризому. То есть вот, давайте буду показывать пинцетом, вот ее корневище. То есть она выпускает вот ее старые бульбы. Она выпускает бульбу. Так, давайте на цветущей буду показывать. Цветет у нас сейчас вот эта бульба. Цветет вот эта бульба. Вот она. Она выпускает бульбу, дает цветонос. Эта орхидея дает цветонос без чехла. У нее здесь нет чехла, она просто листик и потом цветонос. И когда она закончит свое цветение, вот эта старая бульба, из которой она цвела, она начнет проращивать корни. И вот отсюда рядышком, вот отсюда начнет растить новый рост. Вот так они растут. Я думаю, что эту котлею к весне я еще раз пересажу, потому что она разрастается в 2 стороны. Вот так длинная у нее получается ризома. Поэтому я подберу для нее такую большую лодочку и посажу, чтобы они росли. Потому что вот здесь уже
заканчивается горшок, следующая бульба уже практически будет висеть в воздухе. А куда же она будет корнями уходить? А корнями они обязательно уходят вовнутрь горшка. Ну, не обязательно, но чаще всего прорастают во влагу вовнутрь горшка. Еще я в этом горшочке все время держу водичку на грани внутреннего и внешнего горшка. Здесь всегда налита водичка. Но вот это такая безобразная котлея, которая растет в разные стороны. Еще такая же есть котлейка, которая очень-очень любит расти по все стороны света. Так, что ж показать вам на этой котлее? Вот на этой котлее можно показать вот что. Вот с этой бульбы она процвела. Вот здесь были цветы. И вот так она дает новый рост. Видите, от этой бульбы вот он пошел большой новый рост. Кстати, хочу вам сразу сказать. Вот видите, на новом ростике есть вот капельки. Капельки, они липкие, эти капельки. А вот сейчас еще и покажу на цветах капельки. Смотрите, какие большие капельки, как роса. Капельки липкие, но это не вредители. Вот так котлеи то ли защищаются, то ли у них это происходит гутация. Ну, в общем, всегда при цветении, ну, практически всегда, вот на желтом всегда очень много этих капелек. И вот здесь есть небольшие капельки, вот еще под листиком есть капельки. У них всегда. И вот на новом росте, я вам показала, тоже есть такие липкие сладкие капельки. Ну, так они растут, так им нравится. И это совершенно не плохой признак для котлеи. А вот здесь она отпускала корни. Вот они, корни, которые росли от новой бульбы. И смотрите, вот здесь еще есть маленький-маленький новый ростик. Маленький ростик. И давайте сразу покажу третью котлею. Потому что эти все растут безобразно во все стороны. Но вот и такой есть очень компактный кустик, который растет весь вверх, прямо правильно растет, красиво растет. Сейчас, чтобы не сломать цветочки, уберу один. А вот эта котлейка, вот такой сначала она выпускает чехол. Когда начинает зацветать, этот чехол у нее усыхает. Потом я эти чехлы снимаю. По возможности снимаю вот это, то, что на псевдобульбе высыхает, потому что могут туда заползти любые вредители. Но на котлеях вообще ни разу вредителей не было. То ли помогают эти капельки. Вот на этом цветке тоже есть такие капельки. Ну, то ли котлеям не нравится, то ли вредителям не нравятся котлеи. На котлеях никогда ни червеца, ни щитовки, ни клеща. Ничего никогда не было. Но вот это росла из чехла. То есть цветы выросли из чехла. А вот здесь чехла так и не образовалось. То есть котлеи умеют растить свои цветоносы и с чехлом, и без чехла. А вот здесь сейчас покажу. Вот в чехле, сейчас если увидите, вот в чехле растут новые бутончики. И вот так чехол вместе с этими бутончиками растет, растет, растет. Потом чехол раскрывается, и оттуда показываются там от... Самое большое цветение это было 5 бутонов. Вот 5 красивых. Потом распускаются 5 красивых цветов. Как же я все-таки за ними ухаживаю? Через недельку после покупки я их пересаживаю. Ну, вы знаете, что я люблю керамзит, люблю пеностекло. И вот пеностекло с керамзитом и с перлитом им очень-очень нравится. Поливаю я их. Поливаю я их раз в неделю. Причем летом и в период роста. Вынимаю вот этот, из двойного горшка вынимаю вот этот стакан
и помещаю его в какую-то емкость. Я не заливаю вот в эту, во второй горшок, не заливаю через верх. Я помещаю в емкость, потому что чаще всего в период роста я их поливаю с удобрениями. То есть один полив с удобрениями, как всегда, один полив без удобрения. Поэтому я помещаю в какую-то емкость, беру или... У меня есть пластмассовые ведра, я ставлю в пластмассовое ведро, развожу туда какое-то удобрение и поливаю. Один раз так, один раз так. Летом, весной у меня получается поливать их один раз в неделю. У них корешки потоньше, поэтому они не запасают столько влаги, сколько запасает, например, фаленопсис в своих корнях. Поэтому поливать их нужно чаще. Брызгать грунт не брызгаю. Потому что есть велика вероятность попасть на такие маленькие росты. А росты не любят влаги, и чтобы их опрыскивали. Что еще важного? Очень важно, что у котлеи бывает период покоя. Как я определяю, когда у котлеи наступил период покоя? Вот если она отцвела и, например, дала маленький какой-то там ростик, и этот ростик замер, вот он неделю-две, он не растет, значит, котлея считает, что ей нужно отдохнуть. Что такое для котлеи период покоя? Ну, конечно, надо более прохладное содержание, но более прохладного содержания у меня никак не получается. То есть они у меня всегда стоят на одном подоконнике. Я там приоткрываю окошечко, поступает так более прохладный воздух, потому что чаще всего период покоя у них, конечно, наступает зимой. Вот я думаю, что сейчас они у меня все отцветут, закончатся вот эти росты, вот на желтой котлее тут большой рост, вполне возможно, что он дотянет до цветения, но может и остановиться в своем росте. Поэтому, как только маленькие ростики или большие ростики остановились в своем развитии, значит, наступил период покоя. Что в период покоя я делаю? Вот в период покоя я могу чуть больше налить водички, ну вот так, на сантиметр. Здесь же тоже двойной горшочек, ну просто я определяю, что там чуть больше водички, наливаю этот сантиметр водички и месяц их не поливаю вообще, потому что они запасают влагу вот именно в этих псевдобульбах. Месяц они у меня стоят, вот водичка высыхает совсем, и я месяц их не трогаю. В это время она питается за счет своей бульбы. Да, бульбы сморщиваются немножко, но раз в месяц я опять замачиваю их и еще месяц даю постоять им так. И это происходит до того, когда не пойдут именно вот эти маленькие ростики, которые наметились, или новые росты появились. Пока это не появятся эти росты или старые росты не начнут расти. Тогда я их начинаю поливать и удобрять. То есть раз в неделю я их поливаю, и раз в 2 недели я их удобряю. И я заметила, что котлеи любят гуматные удобрения, то есть с присутствием гумата калия. Ну просто любое гуматное удобрение, не обязательно это, не обязательно такое. Вот какое есть у вас в продаже удобрение, такое и купите. Развожу я точно по инструкции. Если там написано 5 мл на литр воды, значит я наливаю 5 мл на литр воды и удобряю. Ну, у меня же там камешки, у меня же там керамзит, поэтому я даю постоять в таком удобрении примерно полчаса. Потом сливаю все удобрения, сливаю обязательно все удобрения и опять на подоконничек, там, где они у меня и растут и цветут. Очень хорошо котлеи отзываются на такое удобрение. Во всех чехлах есть цветы, поэтому, ну, сами видите, как они обильно цветут. Удобряю, ну, написано везде, что котлеи надо удобрять только там, например, в период цветения или выпуска чехлов. Нет, когда пошли росты, я начинаю удобрять
И делаю это до периода покоя. Период покоя у меня получается от 2 месяцев до 3 месяцев у них бывает период покоя. Но бывает и такое, что не успокаиваются они вот осенью, они цветут, цветут и цветут, продолжают растить росты. И бывало такое, что цветут они у меня до января. Ну, значит, после января наступит период покоя, но он все равно наступит. То есть, как только орхидея перестает растить в чехлах бутоны, как только она, вернее, не перестает растить, она отцветает, значит, наступает период покоя. Если не появился новый рост или новый рост перестал расти, все, это период покоя. Перестаньте удобрять, поливать эту котлею. Пройдет период покоя, начнет она опять растить, она наберет и влагу в бульбы. Бульбы опять станут плотные и такие прямо мясистые. Но период покоя должен быть. Еще. Котлеи очень любят яркое освещение, прямо очень солнечный свет. Поэтому они у меня стоят на самом ярком, самом освещенном подоконнике. Но у нас бывает очень жарко. Я всегда говорю, что у нас бывает и 50 градусов на улице. Поэтому, когда такая температура, обязательно притеняю. Ну, просто ставлю какую-нибудь защиту. А там, где у меня, вот я вам в прошлом видео показывала, на каком подоконнике они у меня стоят. И на одном подоконнике есть такая сеточка, это от комаров сеточка. Вот этой сеточки практически достаточно. А на второй половинке окна там нет никаких сеточек. Вот на эту половинку окна буквально на 2 часа я ставлю им защиту. А так они очень любят солнечный яркий свет, они его запасают в листиках, они его ну прямо очень отлично растут на таком солнечном подоконнике. И еще, вот видите, у этой котлеи, да у всех котлей, у них просто ярко-зеленый окрас. Ярко-зеленый окрас. Если будет бледно-зеленый окрас, но у этой всегда такие листья. Если будет вот у такой нормальной котлеи светло-зеленые листики, значит света очень много для них. Можно сделать немножко меньше. Если будут темные листья, значит им просто не хватает освещения. И, кстати, у котлей, вот все 3 котлеи, все с разным ароматом, все с очень приятным. Вот это пахнет с перчинкой, это пахнет очень нежно, ну где-то лилиями какими-то. У всех разный аромат. У той яркий, вот последний там с желтой губой, яркий цветочный аромат. Когда заходишь в комнату, когда они все цветут, когда заходишь в эту комнату, они перебивают все ароматы цветов. Ну, фабрику я с ними не ставлю рядом. То есть благоухают они, но на всю комнату. Причем от каждой котлеи, вот заходишь в комнату и чувствуется разный аромат. Вот такое нехитрое содержание котлей. Мое. Они у меня уже живут, вот желтенькие уже 6 лет, вот этой год, этим по 2 года. Цветут, ну, почти все время, то есть за исключением периода покоя. Очень неприхотливые растения, у меня с ними нет никаких загниваний бульб, ничего не происходит. Ведь для орхидей самое главное – это полив. И еще могу сказать про корни, что корни растут все время от новых бульб. Старые корни, они обязательно погибают. Они точно так же, как у фаленопсисов, у них даже меньший срок службы. И если вы вдруг начали пересаживать котлею, а там вот эти тонкие корни стали черными, убирайте их обязательно. Потому что от нового роста, от новой бульбы обязательно пойдут новые корни. А корни вот, ой, сейчас покажу. Они тоже растут воздушными. Вот они. Вот есть воздушные у нее корешки. И обязательно будут расти вовнутрь горшка. Так что я не испытываю с котлеями никаких проблем. Вообще никаких проблем. Если вы подружитесь с этими растениями, с этими орхидейками, они вас будут все время радовать своим прекрасным цветением и своим чудесным ароматом. Пробуйте, ничего не бойтесь. Купите одну котлейку и попробуйте с ней подружиться.
Если вам интересно продолжение истории о моих орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья!